Здравствуйте, друзья! Давайте сегодня нарисуем черепаху. Эти удивительные животные появились на нашей планете более чем 200 миллионов лет назад. Черепахи населяют все континенты Земли. Не встречаются они только в Антарктиде. Есть морские черепахи, которые живут в морях и океанах, и наземные или сухопутные. Известно более 300 разных видов черепах. Мы сегодня нарисуем морскую. Доставайте кисточки и краски, будем рисовать. Я уже приготовила и гуашь, и акварель. Приготовила кисточки и воду. Начинаем. Хорошенько увлажняем лист акварельной бумаги. Не жалейте влаги. Умываем лист чистой водой. Акварельной краской наносим синие, бирюзовые, фиолетовые оттенки моря, воды. А теперь посолим крупной солью наш лист бумаги. Будем экспериментировать, рисовать воду необычным способом. Отправляем лист на просушку. Пусть соль, влага и акварель подружатся, повзаимодействуют, а мы попробуем еще один способ рисования воды. Закрепите лист, хорошенько его увлажняем, наносим насыщенные оттенки моря или океана. Работаем акварелью по мокрому. А теперь накроем наш лист море, океан тонкой пленочкой. Посмотрим, что получится. Сформируем складочки. Бумага должна хорошо высохнуть. А мы тем временем познакомимся с черепахами поближе. Посмотрите, какие они разные, какие они необыкновенные, большие и маленькие. У каждой черепахи есть панцирь. Он защищает ее от опасности. Первый лист бумаги соленый уже высох, и мы пробуем нарисовать морскую черепаху. Панцирь имеет такую каплевидную форму. Рисуем передние и задние лапы, голову. Я рисую гуашью, охрой. Вы можете выбрать другой цвет и другие материалы. Можно рисовать не только акварелью, гуашью. Можно рисовать фломастерами, карандашами, восковыми мелками. Чем угодно. Главное пробовать. Пробовать и творить. Смешиваю на палитре белила и зеленый цвет. Заполняю панцирь. Панцирь у черепахи очень прочный. Интересно, что форма панциря зависит от образа жизни черепахи. У сухопутных панцирь высокий, куполообразный, а у пресноводных черепах низкий, уплощенный. Морские черепахи имеют обтекаемую каплевидную форму, как у нашей черепахи. Нарисуем кораллы. Настоящие коралловые рифы. Кораллы бывают не только красного цвета, насчитывается больше 300 оттенков. Кораллы бывают розовые, голубые, белые и даже черные. Коралловые рифы похожи на подводные сады, и они образуются только в теплых морях и только на той глубине, на которую проникают солнечные лучи. Вернемся к нашей черепахе-путешественнице. Хочу заметить, что окрас черепашьих панцирей бывает самым разным. Он может быть маскировочным, а может быть ярким, причудливым, даже декоративным. Мы сейчас поменяем костюм нашей черепахи, нарисуем другой орнамент. Ученые научились определять возраст черепахи по рисунку на панцире. Черепахи
рекордсмены по долголетию среди всех позвоночных животных. Они живут 30, 50, 80, а некоторые виды даже больше 100 лет. Недаром во многих странах черепаха является символом мудрости и долголетия. Она символизирует терпение, выносливость, постоянство, медлительность, плодородие. В сказках и легендах черепахи всегда очень мудрые, разумные, рассудительные. Древние люди верили, что наша Земля держится на спине огромной черепахи. Нарисуем нашей черепахе глаз, зрачок. У черепах очень хорошее зрение и очень хорошее обоняние. Морские черепахи питаются водорослями, а также моллюсками, рыбами. А вы знали, что оказывается у черепах нет зубов? Зато у них есть твердый клюв, с помощью которого они откусывают пищу. Все морские черепахи хорошие пловцы и под водой могут проводить по несколько часов подряд. Некоторые виды черепах способны нырять на глубину до 600 метров. Маленькие черепашата появляются на свет из яиц. Черепаха-мама откладывает яйца на суше. Когда малыши появляются на свет, они сразу же инстинктивно устремляются к воде. Второй лист бумаги тоже высох. Посмотрите, какой получился эффект от пленки. Рисую вторую черепаху. Она получилась немножко грустная, задумчивая, плывет в чистом море. Море или океане. Ее окружают водоросли, синие, сине-зеленые, сиреневые. Черепахи ведут одиночный образ жизни, но к своим собратьям совершенно не агрессивны. Они не защищают территорию, не конкурируют за пищу и при случае спокойно живут по соседству. Морские черепахи могут ориентироваться в пространстве, используя для этого магнитное поле нашей планеты. А еще считается, что большие морские черепахи понимают язык дельфинов. Самые крупные морские черепахи весят 350-400 килограмм. Ну, конечно же, большая часть веса приходится на панцирь. Вот сколько интересных фактов мы сегодня узнали о этих прекрасных жителях нашей планеты. Давайте посмотрим, как рисовали черепах ребята студии «Живые краски». Я все. Быстрая рыба. У меня вот такие будут мелкие. Рыба. Красивый цвет. Мудрая морская черепаха машет нам своими лапами, ластами и прощается с нами, уплывая в таинственный подводный мир, в свое царство-государство. Мы поделились с вами своими знаниями, настроением, своим творчеством, своими работами.
Если вам понравилась наша встреча, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на наш канал, нажмите на колокольчик и поделитесь этим видео с тем, кому оно может быть полезным. Благодарим вас за внимание. До новых встреч, друзья. До свидания.